Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я спешу к вам с новым брендовым джемпером от Сезанн. Всем известная французская компания Сезанн выпустила вот такой интересный джемпер. Как я уже говорила, видите, рукавчик у него немного вот здесь присборен, да, такой небольшой фонарик оригинальный. Я уже месяц назад делала обзорное видео на эту тему, что наша знаменитая французская кофточка меняет свои, как говорится, очертания. И теперь в моде вот такие вот рукава. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. Здесь у нас немного фонариком идет. Я видела, в принципе, и более присборенные такие варианты. И здесь вот тоже такой пышный рукавчик внизу. На сайте Сезанн представлено, вот смотрите, вот такой вариант, еще в таком цвете они предлагают. Но сегодняшний мастер-класс, вот видите, фонарик немного присборенный, девочки. Если кто будет вязать, я вам увеличиваю, укрупняю эту картиночку, да. Вырез горловины обвязываем столбиками без накида крючком. Вот, очень интересный, красивый джемпер. Очень меня поразил своей легкостью, нежностью, с такой воздушностью какой-то, да. Соответственно, к весне самый раз, да. Красивый. И, кстати, узор, девочки, узорчик очень простой, как видите. И я, как всегда, в своем мастер-классе буду говорить об вот этот тоже вариант. Сейчас покажу вам. Видите, вот у такого цвета, двухцветного, скажем так, вот так тоже рукав выполнен. Я буду в своем мастер-классе, как всегда, у меня будет пряжа, выбор пряжи, спиц. Мы будем с вами смотреть схему, которую я рисовала по картинке. Слава богу, она здесь совсем простая и легкая. Вот, мы будем с вами выкройку рассмотрим, я подобрала и составила уже описание. Все там просто, и сложностей обычных, особых таких нет в этой модельке. Так, ну и, соответственно, начинаем мы сейчас с вами с выбора пряжи. Для вязания этого красивого джемпера я выбрала пряжу нежную Alize Baby Wool, 55 цвет белый, 50 грамм, 175 метров и состав шикарный. Так, 40% шерсть, 40 акрил, 20% бамбука. Очень-очень нежная пряжа. Она дает небольшой блеск, не знаю, видно ли это или нет. Такая хорошая обработка, нежнейшая, ни малейшего намека на тон, на колкость. И средней скруточки такой, ну, как сказать, средней толщины ниточка. И вот так выглядит наш узорчик. Как видите, я попыталась воссоздать оригинал с помощью разных цветов. Показала, как это выглядит в оригинале. Да, вот такая вот смена. Ну, естественно, подбор узора произошел в том плане, что я рисовала с натуры вот эту вот схему, девочки. Ну, надеюсь, что она у меня удалась. На оригинал похожий, да? Так, ну и что еще? Очень красивый, нежный узор. Вяжется легко. Советую его вязать девочкам, не имеющим большого опыта. Не буду говорить, что прям начинающим, но в принципе узор реально очень простой. Всего 8 рядков в высоту вяжется. Вот. И красивый такой, оригинальный. Так, ну а сейчас давайте, мои хорошие, сейчас будем смотреть схему этого узорчика, изучать. Еще хотела бы заметить, читаю очень много комментариев на тему прославления французского бренда, и хочу сказать в его защиту, что
Да, я считаю, что французы отличаются особым шармом, особой изысканностью, особой легкостью. Вот посмотрите на эту модель, вот посмотрите на нее. Вы видите, вот она просто сидит, да, а это легко, изящно и изысканно. Вот просто обычный джемпер, обычная девушка, да, а что есть, то есть, девушки. Так что не надо ругать французов. Так, давайте теперь вам по схеме. Значит, схему нарисовала. Вот так она выглядит. Раппорт 14 петель и 8 рядов в высоту. Будем, когда вязать с вами, обращаю ваше внимание. Смотрите, какая особенность у этого узора. Значит, 7 петель у нас будут. То есть у нас вот здесь, по сути, расположено 2 раппорта. Причем один раппорт делится пополам. Да? 7 петель от раппорта у нас с правой стороны и 8 петель от раппорта с левой стороны. Вот. То есть, когда будем считать петли, обязательно считаем, что число раппортов 14 плюс 1 петля для симметрии. Такая особенность узора. И располагать мы его будем вот именно таким образом, как у меня на схеме. Все центральные раппорты идут друг за другом в той последовательности, которая будет вам нужна для вашего размера, а начинать желательно с 7 петель, как по схеме, и заканчивать вот это тоже по схеме 8 петельками. Вот такая особенность узора. Про условное обозначение, наверное, не стоит говорить. Вертикальная черточка – это лицевая петля, равнобедренный треугольничек – это 3 вместе лицевой, и вот такие треугольнички прямоугольные – это 2 вместе лицевой с соответствующим наклоном, то есть этот вот наклон у нас вправо, это наклон влево. Все, кружочек – это накид. С этим все понятно, да? Дальше выкройка. С выкройкой, вот такая у нас выкройка составлена на 44-46 размер и 48-50 размер. Очень легко там все, девочки, подогнать под свой размер. Если что-то у вас не вписывается с раппортами, просто добавляйте лицевые петельки справа и слева симметрично. Поэтому это не проблема. Считаю, на любой размер можно связать эту модель. Рукав у меня фонариком. Здесь на этой выкройке просто указана расширенная вот эта вот часть. Видите, размер стоит. То есть в самой форме этого рукава я не стала менять эту форму, поскольку взяла шаблонную такую выкройку. Вот. Но вот здесь учтена ширина на 6 сантиметров выше, для того, чтобы вы смогли фонариком присборить. Вот здесь, вот в этой верхней части. Да? Я об этом буду говорить, когда мы будем с вами петельки считать. Так, и, в общем-то, мое описание, как всегда, кратко буду. Вот смотрите, это описание я всегда выкладываю под видео. Про пряжу мы с вами поговорили, про размеры я уже тоже назвала все это дело. Общий расход пряжи приблизительно, девочки, 400-500 грамм. Спицы будем использовать номер 3, крючок тоже номер 3 для обвязки горловины. Плотность определяем в процессе вязания, поэтому тоже зачитывать не стану. Описание вязания будем подробнейшим образом про эти вот попетельные наборы будем разговаривать после того, как свяжем образец и определим плотность. Вот. Ну а все вот эта последовательность, вся эта последовательность вязания, то есть наше описание я обычно выкладываю под видео, поэтому там вы все это дело найдете. Конечно же, я это все зачитывать не стану. Хочу только заострить внимание, что вы видели, что у нас здесь череда в модели бело-желтый, да, идет череда, вот эта смена цветов. И об этом я тоже буду сегодня в процессе вязания говорить. В какой момент мы будем чередовать, менять цвет нити, да. Здесь я в своем описании тоже это учитываю. Видите, на высоте 11 раппортов от планки перейти на вязание только белой пряжи. Вы видели, да, такая кокеточка беленькая получается у них. Прекращается желтая пряжа, кончается. Так, про перед, про рукавчики. Фонариком все это я тут рассказываю, да.
обвязать вырез горловины с крючком, столбиком без накидов, после того, как мы все это дело свяжем, вшить рукава, присборивая в центре, да, то есть вот этот фонарик образуем. Можно складочками, можно просто равномерно присборив, это все на ваше усмотрение. Кстати, вот это вот присборивание и ширина вот этого рукавчика, ее можно по своему усмотрению. Если вам не нравится фонарик, просто не делайте вот эти лишние 6 сантиметров, не прибавляйте эти петельки, просто сделайте обычный окат рукавчиком. Вот и все. Это я к тому, что кто не любит вот эти вот все сборочки, и так складочки и так далее, да, поэтому никаких сложностей здесь нет, а сама модель очень выигрывает в таком рукавчике, тем более это так модно. Так, мои хорошие, приступаем давайте с вами к вязанию образца. Так, вот такую схемочку я нарисовала по модельке. То есть я просто по фотографии, да, как бы попыталась воссоздать этот узор. Вот уже 2 раппорта у меня связаны, девочки, в высоту. И я вам сейчас расскажу, как я вяжу этот узор. Здесь у меня пока одной нитью связано белой, да, но показать на примере, видите, взяла бежевый цвет, поскольку такого нежно-лимонного цвета у меня не оказалось. Но я вам скажу номер этого цвета, нашла на сайте, в каталоге эту пряжу лимонного цвета, идеально подходит, и вы увидите все. Так, и мы сейчас с вами свяжем первый ряд нашего узора. Так, и в общем начинаем. Смотрите, для образца 31 петлю я набрала. Раппорт узор составляет 14 петель. И мы будем с вами вязать 2 раппорта, плюс 1 петля для симметрии, плюс 2 кромочные. Итого получилось 31 петля. Вяжем первый ряд. Первую кромочную сняли. В первом ряду я ее всегда провязываю лицевой, кстати. Так. И начинаем. 2 вместе лицевой с наклоном влево. И 5 лицевых вяжем. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид, и начинается наш раппорт с вами на 14 петельках. Лицевая, накид, опять 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Далее вяжем 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Для этого я меняю первую и вторую петельки местами, так, чтобы у меня первая петля оказалась за раппортом, вторая поверх нее вот так легла. И все 3 вяжу одной петлей лицевой. Вот что получается. Видите, центральная вторая петля оказалась центральной. Далее опять 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Это был у нас раппорт. И 8 петель за раппортом вяжем. Накид, лицевая, накид, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я бабушкины петли вяжу, поэтому у меня первая петля за работой, вторая поверх нее накидывается. Я вот так вяжу 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочную вяжем изнаночной. Все у нас с вами изнаночные ряды вяжутся изнаночными петликами, в том числе и накиды. Третий ряд у нас с вами, девочки, вяжем. Значит, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Делаем накид. 3 лицевые. 1. Так, делаем накид. Лицевая, девочки, лицевая, раппорт. Перед раппортом 7 петель у нас, и начинается раппорт. 2 лицевые, накид, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Как я уже говорила, меняем первую, вторую местами. Вторая поверх первой. Вяжем 3 вместе лицевой. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Делаем накид, лицевая. Связали раппорт. И 8 петель за раппортом вяжем. 2 лицевые, накид, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо.
кромочная, изнаночная. Связали. 4-й ряд вяжем изнаночными петельками. Так, девочки, 5-й ряд у нас с вами будет. И вот здесь я посмотрела на модель, внимательно приблизив фотографию. И здесь у нас смена происходит цвета, да? То есть в 5-м ряду я обратила на это внимание. Вот беру я для примера бежевый цвет. И сейчас попробую вам показать, как это будет смотреться. Давайте 5-й ряд будем ниточкой другого цвета вязать. Так, значит, кромочную сняли. 2 вместе у нас лицевой с наклоном влево, да. Далее вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. Затем 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Опять 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. 2 лицевые. Связали 7 петель перед раппортом. Затем связали раппорт 14 петель. И за раппортом теперь 8 петель вяжем. Это 3 лицевые. Накид. 3 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочные вяжем изнаночные. 6-й ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем 7-й ряд. 7-й ряд. Так, первую кромочную сняли. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 лицевые. Далее идет накид, 3 лицевые. Связали 7 петель перед раппортом, вяжем раппорт. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид, 2 лицевые. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. 2 лицевые, накид и 3 лицевые. 1, 2, 3. Связали раппорт. За раппортом 8 петель у нас идут. 1, 2, 3, 4 лицевые, накид, 2 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочная будет изнаночной. И 8-й ряд вяжем изнаночными петельками и продолжаем вязать с 5 по 5 ряд следующего раппорта этой нитью, да, чтобы затем перейти снова на белую нить. Так у нас будет смена цветов осуществляться. Раппорт у нас будет повторяться, девочки, с 1-го ряда по 8-й, да, как вы поняли. То есть сейчас будет повтор раппорта. С 1-го ряда будем вязать, но нить продолжаем бежевую. Делаем влажную тепловую обработку образца горячим паром. Вот так его аккуратно тянем в разные стороны. Не бойтесь, что она там сильно вытянется, что-то. После того, как высохнет наш образец, он примет то самое состояние, которое ему будет присуще. Горячим паром еще разочек поактивней потянем и дадим окончательно узору высохнуть. Так, и сейчас я хотела бы рассказать, как нам посчитать плотность. Тут у нас сосед ремонт делает. Смотрите, девочки, 15 сантиметров у меня ширина получилась образца. Набирали 31 петлю. 31 поделить на 15 будет целое число 2. Да? Это у нас получается плотность по горизонтали. В 1 сантиметре 2 петли. Так, написали. Теперь по вертикали также измеряем наш образец. Видите, я сделала, значит, смену цветов, да,
как постаралась, как в оригинале, чтобы получилось. Вот так получилось. И сейчас померяем крайне ровный, волнистый. Будем среднее высчитывать. Так, у нас 17,5 самый узкий участок и широкий 18. Ну, так и возьмем. Давайте возьмем 18 пусть. Так, и сколько рядов? Сейчас я прикину. И у меня получилось, девочки, 44 ряда здесь в образце. Раз, два, три, 4, 5 раппортов и 4 ряда еще. Получается 5 раппортов по 8 петель, по 8 рядов, да, получается 44 ряда. 44 ряда надо поделить на наши сантиметры, на наши 18 сантиметров полученных. Плотность по вертикали 2,4 напишем, давайте. В одном сантиметре будет 2,4 ряда умещаться. Все, с этим мы определились. Теперь нам понадобится выкройка, чтобы делать дальнейшие расчеты. Итак, я подобрала вот такую вот выкройку. Все, я уже тут уже посчитала. И, девочки, сейчас буду вам стараться донести то, что у меня здесь получилось, расчеты. Итак, начинаем с того, что нам необходимо определиться, сколько петель по переду и спинке у нас будет набираться. И мы для этого пользуемся нашей плотностью и вот этой вот шириной. Значит, первый размер это 44-46, 50 сантиметров ширина спинки и переда. Второй размер 48-50 будет у нас 56 сантиметров. Итак, 50 сантиметров, будем устно считать, потому что у нас плотность очень легкая, 2 петли в 1 сантиметре. Поэтому наши 50 сантиметров устно умножаем на 2 плотность, да, получаем 100 петель. Это пока такая черновая циферка. Вторая циферка 56 сантиметров также умножаем на 2 плотность, получаем 112 петель. Так, теперь распределяем узор, девочки. Значит, наши 100 петель надо поделить на 14 петель в раппорте. Помните, да, раппорт 14 петель у нас по схеме. И мы делим, получаем с вами 7 раппортов целых. Да? 7 умножаем на 14, это 98 петель. Помните, когда вязали, я говорила, что 1 петля для симметрии прибавляется, плюс 1, и 2 кромочные, плюс 2. В итоге более уточненная цифра это 101 петля. Запишем 101 петля. Второй размер 112 петель поделим также на 14 петель в раппорте, получаем целых 8 раппортов. Но не забываем про 2 кромочные и 1 петлю для симметрии, то есть плюс 3. Получаем 115 петель, девочки, окончательный вариант. Так, и схематично я всегда это вот так рисую. Представьте, что это ваш наборный ряд, да, и мы с вами рисуем 7 раппортов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 раппортов по 14 петель. Но здесь есть одно но, о котором сейчас буду говорить. Как распределить нам эти наши 7 раппортов? Я вам объясняю. Рассматриваем нашу схему и видим. Помните, вязали 7 петель перед раппортом, да? И 8 петель за раппортом вязали. Помните? Правильно. Так мы и будем начинать вязать. То есть начинаем с 7 петель по схеме перед раппортом. Вяжем подряд 6 раппортов. Вот этих по 14 петель. И все это завершаем половиночкой нашего 7-го раппорта. И займет это 8 петель. Понимаете мою мысль, да? То есть по центру мы вяжем с вами, по сути, 6 раппортов. Вот. И 7-й раппорт делим пополам. 7 петель у нас перед раппортом и 8 петель за раппортом. Итого кромочная справа, кромочная слева. И вот они у нас получились, 101 наша петля, которая нам необходима. Второй вариант наш на большой размер. Там будет у нас 8 раппортов. Мы также будем с вами поступать. То есть мы с вами 7 раппортов в центре вяжем.
по 14 петель они у нас занимают. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 7 петель. 8 раппорт делим пополам. 7 петель у нас приходится на начало вязания. И 8 петель по схеме приходится на конец вязания. И покромочная справа и слева. Итого, девочки, получается 115 петель. Вот. Отлично, да? Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Обращаю ваше внимание. 8 поделили пополам. Крайний правый, крайний левый получились. Плюс 1 для симметрии. Так. Дальше идем с вами по порядку. Давайте. Раз мы начали с вами про перед и спинку говорить, распределили петли, вот мы вяжем, 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 вяжем. Пройма у нас с вами, да? Глубина проймы 5 сантиметров. Давайте переведем это в петли. 5 сантиметров умножить на плотность 2, получаем 10 петель. Девочки, убавлять в пройме будем 10 петель. Дальше вяжем. По вырезу горловины надо определиться, сколько петель придется на вырез горловины. Таким же образом, смотрите, ширина стоит 11, это половинчатый размер, то есть 22 сантиметра. Умножаем с вами на плотность 2, получаем 44 петли. Почему я не взяла 44, а взяла 43, написала? Потому что нам нужно, чтобы было нечетное число. И поскольку у нас обвязка будет всего лишь крючком, один столбиком без накида, поэтому я считаю, что в сторону уменьшения будет 43, пусть будет петли. Так, и теперь мы можем с вами высчитать, сколько петель приходится на плечи. И я делаю это следующим образом. Наши 101 петля по спинке. Я вычитаю 20 петель проймы, у нас 2 проймы по 10 петель, да, и вычитаю 43 петли горловины. Получаю 38 петель на плечи остается. Но у нас 2 плеча, я делю их на 2, получается на каждое плечо, девочки, по 19 петель. Имейте это в виду. Так, второй размер то же самое, 115. Отнимаем с вами 20 петель проймы, 43 петли горловины, получаем 52 петли на плечике, делим на 2, это будет 26 петель, на каждое плечо приходится. Вот таким образом вы делаете под свои мерки. Я, конечно же, здесь написала размеры, но у нас у всех разный рост, да? У нас у всех разные габариты, да, поэтому обязательно свои мерочки уточняйте, сделайте просто пересчет небольшой по аналогии, как у меня, и все. Вот такие же простые арифметические действия на счетной машинке, а может быть и устно. Это несложно. Теперь, девочки, перейдем к рукавам. У нас есть рукав, и по низу у нас будет тоже планка 1 на 1 вязаться резиночкой, так же, как, кстати, по спинке и по переду, да. Я еще об этом не говорила, но будет у меня в описании эти нюансы, я все указываю. Сейчас моя задача максимально вам быстро и четко рассказать, как сделать расчет, да. А вот эти все нюансы, они все будут, какая там резинка, что там, это все будет в описании, под видео выложено для вашего удобства. И мы с вами смотрим дальше. Вырез, ну, обычно резиночку я здесь вот буду рекомендовать 42 петли набрать по низу и связать планочку резиночкой 1 на 1, вот сантиметров 8 в высоту. Вы видели у модели, она высокая резиночка. Дальше вяжем рукав, да. Здесь необходимо нам сейчас сделать расчет скоса. Как вы видели, у нас рукав фонариком идет, да, поэтому здесь я прибавила 6 сантиметров выкройка. На выкройке это не видно, да, что ширина здесь увеличилась. Я просто поставила здесь другие размеры. Здесь стояли очень маленькие размеры. Здесь стоял 17,5, а здесь стояло, по-моему, 20 сантиметров. Я сделала, как видите, прибавила 6 сантиметров, девочки, 6 сантиметров прибавила. Как я рассчитала петли? Если у нас стоит вот этот половинчатый размер, к примеру, 20,5, я умножаю на 2.
это у нас самая широкая часть рукава, получается 41 сантиметр. И перевожу это все в петли, умножаю на плотность 2. Получается 82 петли. И нам необходимо также, чтобы было нечетное число, поэтому 83 петли я написала. Второй размер также 23 сантиметра, половинчатый размер умножить на 2 и умножить на плотность 2. Получим 92 петли. Также по аналогии я прибавила одну петлю для симметрии и получилось 93 петли. То есть вот это все мы с вами рассчитали. Сейчас самая широкая часть нашего рукавчика. Вот таким образом. Теперь, что касается того, что я вот здесь по низу сделала. Смотрите, планку связали, в последнем изнаночном ряду делаем прибавки. Я предлагаю распределить петли ажурного узора следующим образом. 4 раппорта у нас будет по 14 петель. Тут, кстати, я не совсем правильно, каюсь, нарисовала, да? Здесь также будет 7, 7 и 8 заканчиваться. Смотрите, это будет вот так выглядеть. 4 раппорта будет выглядеть. Начинаем кромочная, 7 петель по схеме, затем 3 петли подряд у нас, 3 раппорта подряд по 14 петель и завершаем 4 раппортом вот его второй половины, где 8 петель, да? Также по аналогии, как по спинке по переду делаем 4 раппорта, и 4 у нас делится пополам. Часть в крайне правая, часть крайне левая получается. Итого, девочки, 59 петель у нас должно быть вот здесь. То есть мы в последнем изнаночном ряду прибавим, давайте скажу, сколько, 59 отнять 42, 17 петель прибавим. Равномерно распределяя их. Отлично, да? Так, и скос. Здесь нам понадобится вертикальная плотность. Ну, во-первых, мы должны определить, сколько всего петель нам надо будет прибавить после 59. Вот мы вышли на 59 петель, распределили узор. Все, надо формировать скос. И мы должны понимать, сколько всего нам петель надо прибавить. Для этого мы из большего числа 83 отнимем по низу 59 петель, получим, вот смотрите, 24 петли всего будем прибавлять с вами для первого размера. Поскольку у нас скоса 2, значит, по каждому скосу будет прибавка в 12 петель. Их надо также распределить через равные ряды, равные интервалы. Для этого нам понадобится вертикальная плотность. Смотрим, наш скос составляет 39 сантиметров, то есть где у нас идет с вами узор и где у нас будут идти прибавки. Вот от планки до оката это 39 сантиметров. Смотрим, мы считали с вами вертикальную плотность. Помните, в 1 сантиметре 2,4 ряда. Вот эту вертикальную плотность мы сейчас будем применять. Мы наши сантиметры 39 умножаем на вертикальную плотность 2,4 и получаем с вами, девочки, 94 ряда. Я округляю. И нам надо с вами 12 петель, помните, по скосу на 94 ряда распределить равномерно. Для этого я 94 ряда поделю на 12 петель прибавок. Получится вот такое число 7,8. Ни к селу, ни к городу, скажем так, да, ни через 7, ни через 8 мы не можем порекомендовать. В таких случаях делается такой хитрый ход, когда мы будем чередовать с вами прибавку. В каждом 7 ряду и в каждом 8 ряду следующая прибавка будет идти, да? Прибавки делаются по одной петле справа и слева, одновременно, симметрично и через, как я сказала, чередуясь 7 ряд, в следующую прибавку 8 ряд и так далее. Так, для второго размера поступаем аналогичным образом. 93 петли, отнимаем 59 петель по низу, получаем всего 34 петли надо прибавить. Делим на 2, получаем по 17 петель на каждый скос придется, да? И также мы с вами 94 ряда поделим на 17 петель и получим, что вот такое число 5,5 рядов. Ну, тоже ни к селу, ни к городу, поэтому такой же мы придумываем с вами ход. Будем чередовать с вами прибавки в каждом 5, в каждом 6 ряду.
И через 94 ряда на наших спицах должно оказаться 83 на первый размер и 93 петли. Это все будет, я в описании выложу. И далее начинается окат рукава. Окат рукава я делать рекомендую по выкройке в натуральную величину, если у вас недостаточно опыта. Вот. А если у вас опыта достаточно, то вы и, исходя из своего прежнего опыта, сделайте это, так скажем, как я, интуитивно по наитию. Да? То есть здесь у нас более идет крутой подъем, а здесь более пологий. Поэтому здесь я всегда делаю по одной прибавке, а чем выше, там у меня вот идут убавки. То есть, девочки, оговорилась, убавки. А чем выше, там уже 2 убавки, по 2 петли, и еще выше по 3 петли уже чередуется. Но, смотрите, у нас рукав фонариком будет, да, здесь будет присборено в этой части рукава. Поэтому обращаю ваше внимание, что вот эта часть увеличена на 6 сантиметров, как раз для вот этих вот, сборок, да, для формирования сборок, да. Пожалуйста, учтите это при формировании оката, да. То есть вот здесь большее количество петель у нас должно остаться, большое количество. Здесь вот эта часть ровная, а она должна быть увеличена на 6 сантиметров, да, 6 на 2, то есть где-то на 12 петель. Вот эта часть последняя, наш последний ряд, который, кстати, я сейчас вам скажу, какой последний ряд у нас будет. Смотрите, общая высота от планки 49,5 сантиметров. Умножаем на плотность 2,4. Вот смотрите, 119 рядов. То есть последний ряд у нас 119, где мы будем окончательно с вами уже последние наши петли закрывать. Обычно это бывает это около 15 петель. Там, от 10 до 15, в зависимости из какой вы пряжи, конечно, вяжете, да. Вот. А тут у нас еще добавится дополнительных 12 петель. Учтите это, девочки, учтите. Так. Все с этим. И про вертикальную плотность мы ее уже с вами частично в рукаве затронули. Зачем мы ее вообще считаем? Почему я рекомендую обязательно применять вертикальную плотность? А это делается для того, девочки, чтобы после стирки ваше изделие не вытянулось, не стало бесформенным. Да? Вот для этого мы применяем вертикальную плотность. И здесь же то же самое у нас по спинке, по переду, как и по рукавчику. Любой вертикальный размер я рекомендую вам умножать на вертикальную плотность. Да? То есть вот, предположим, у нас от планки до выреза горловины переда стоит размер 44,5 сантиметров. Эти цифры, сантиметры, я перевожу в ряды. И всегда вяжу, руководствуясь ими. Смотрите, 44,5 я умножаю на 2,4 плотность. Вот, 107 рядов, пожалуйста. 107 рядов у нас должно быть связано от планки узором до выреза горловины. И на этой высоте я буду закрывать петли горловины переда. Да? То же самое с горловиной спинки и то же самое с проймой. Да? Вот от планки до проймы у нас стоит размер 30,5 сантиметров на первый размер. Да? 30,5 я умножаю на вертикальную плотность 2,4. Смотрите, 73 ряда будем вязать. Вот я уже написала. От планки до проймы вяжем 73 ряда. И далее будем плавненько закрывать петли проймы. То же самое касается второго размера. Это 67 рядов. Я уже посчитала. Ну, собственно, вот так кратко я вам изложила весь этот, скажем так, простой способ обсчитать наши изделия, составить свое индивидуальное описание. Еще раз повторяюсь, размеры у вас должны быть ваши. Это для примера. Да, они похожи на правду, но рост у всех разный у нас. Еще раз повторяюсь, да. Поэтому, девочки, руководствуйтесь, пожалуйста, своими размерами, своими мерками. Если у вас получается половинчатый какой-то размер, пожалуйста,
можете добавлять лицевую гладь справа и слева чуть-чуть, да, регулируя как бы ширину спинки и переда, да, то есть, предположим, добавьте там 3 лицевые справа, 3 лицевые слева по спинке и по переду, да, и получится у вас чуть больше размер, да. Ну, то есть вот таким вот как-то образом можно это все дело регулировать. Что еще я хотела сказать? Как видите, джемпер у модели довольно свободного облегания, да, так свободненько висит на ней, поэтому здесь такие, в принципе, мерки. По сути, вот этот размер 44-46, да, 50 сантиметров. Но я не буду его рекомендовать на 42 размер. Там, конечно, будут другие мерки. Наверное, там надо как-то чуть меньше сделать раппортов, как-то там по-другому расположить узорчик. Так, мои хорошие, я желаю вам удачи, до новых встреч.